В мире 500 миллиарда предпринимателей. 100 миллионов стартапов выходит на рынок ежегодно. И только 20% из них доживает до трехлетия. Начиная что-либо, будь готов проиграть. Но не начав, ты уже проиграл по умолчанию. Меня зовут Костя Браво. И сегодня я запускаю канал Космополит. Начали! В жизни предпринимателя бывают взлеты, но бывают и падения. Потерял деньги, потерял время. В результате цена сильно пошла вниз. Можно так выразиться, не совсем цензурное слово. Товар говно. Справа руль, справа руль, справа руль! Справа руль! Привет, друзья! Это Костя Браво на канале Космополит. Я ухожу в YouTube. Я решил завести свой YouTube-канал. Сейчас мое первое видео, в котором я начинаю свои тренировки. Я, конечно, выбрал самый легкий вариант. Я просто иду по улице, вокруг меня единичные прохожие. Я анализировал, что мне нравится делать в жизни, и пришел к выводу, что мне очень интересны встречи с успешными людьми, с людьми необычными. Это мне приносит такой заряд позитивной энергии, дает возможность меняться, обмениваться знаниями. Кроме того, мне нравится приносить людям пользу, новые возможности, новую полезную информацию. И я подумал, что почему бы не сделать свой YouTube-канал. Космополит означает человек мира. Человек, не привязанный к какому-либо государству. Он свободен. На сегодняшний день очень много есть примеров того, когда человек может жить в Таиланде, у него компания зарегистрирована, например, в Эстонии, а бизнес он ведет в Амазоне. Символ этой глобальности для меня является слово «космополит». Итак, 5 причин, почему вам будет интересен канал Космополит. Первое – это бизнес. Мы будем изучать примеры успешных бизнес-кейсов. Почему и как у них получилось. Второе – это опыт и мотивация. Мы будем встречаться с интересными, незаурядными личностями, которые меняют мир. Их опыт доказывает, стать таким же может каждый. Достаточно хорошей мотивации. Именно ее мы и будем транслировать на нашем канале. Третье – инвестиции. На канале Космополит я, Костя Браво, на ваших глазах буду инвестировать в различные инновационные проекты. В режиме реального времени мы увидим динамику их развития и сможем понять, в какие из них стоит инвестировать. Четвертое – идеи. Моя цель – поиск идей для начала бизнеса в разных сферах и в разных уголках мира. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите в комментариях свои идеи, и в самое интересное мы будем привлекать инвестирование. И пятое – подарки, сюрпризы и бонусы. Их будет очень много, поэтому подписывайтесь. Вперед! Иногда идеи находятся, казалось бы, вдалеке от реальных возможностей. Но повод ли это отказываться от своих амбиций? А может быть, удача благоволит именно к тем, кто идет до самого конца? Сейчас мы пообщаемся с человеком, который создал успешное яхтенное агентство в городе без моря. Вперед! Оканчивая университет, я всегда хотел чем-то заниматься интересным, но не знал чем. И искал. И сначала послушался совета, предложения своего однокурсника. Он предложил поехать в Крым, заняться аттракционами пляжными. Я загорелся. Легкий на подъем был. Мы накупили там водных зорбов. Таких была новинка сезона. Яркие, интересные, веселые. И вот накупили их. Еще людей собрали, чтобы получить оптовую цену на закупку. И поехали в Крым. Через 2 недели мы поняли, что, можно так выразиться, не совсем цензурное слово, товар говно. Он рвался, ломался, портился, и все время мы проводили в ремонтах, в поисках новых людей, которые бы работали. Ну, в общем, пошло так себе. Вот. Но там на месте я уже познакомился с ребятами, которые были связаны с яхтами. Был яхт-клуб в Евпатории. И меня эта тема заинтересовала. Я пошел в яхт-клуб, пообщался с капитанами. Они делали такие недельные туры с Крыма в Турцию за неделю и обратно. И что-то мне это было интересно. Я со всеми переговорил, договорился о том, что буду им приводить людей на такие переходы. Заклеил всю Евпаторию листовками. Ходил там с ведром ПВА и с листовками рекламными. Начал что-то делать, организовывать, сдавать. В основном мелкая аренда, какие-то рыбалки. Такого крупного ничего не удалось сдать, но оставалось там пару недель до конца сезона. Но идея у меня в голове поселилась, что-то интересное, необычно, что никто этим не занимается. Для меня это было новое. И я вернулся в Киев, начал думать, как бы это все организовать, там, стать таким центром
который отправляет людей там на яхтинг с Крыма в Турцию и обратно. Справа руль, справа руль, справа руль! Справа руль! Хух! Это я ей кричал. Вы нас не понимаете, она на английском. Когда я уже начал более подробно считать, анализировать, узнавать, там, искать информацию в интернете, я как-то пришел к выводу, что есть яхтинг более интересный, красивый и в Европе, и по бюджету это может быть дешевле, чем в ту же Турцию на одну неделю, $5000. Можно в Европе за меньший бюджет хорошо отдохнуть. У меня опыта не было, но было желание. Поэтому я узнавал как бы условия, на которых я могу с ними сотрудничать, приводя им людей на круизы, на путешествия, на обучение. И так вот с одной компанией я и договорился. Можно сказать, что ты начал с нуля фактически, без стартового капитала? Ну да, наверное, стартовый капитал у меня на запуск был $500. Это дизайн сайта, какой-то там фирменный стиль, легенький сайт на WordPress, который делал там друг с общежития. Все делал на последние деньги, и это было как, скажем так, сжег мосты обратно, то есть не делать было нельзя. То есть вот последние деньги, которые были, все вложил и думаешь, либо получится, либо другого варианта нету. Друзья, в жизни предпринимателя бывают взлеты, но бывают и падения. Чаще бывают, кстати, падения. Я в своей жизни много начинал разных инициатив, много предприятий, и я всегда стараюсь идти в новую отрасль, туда, где еще меньше конкуренции, где нету еще такого большого движения. И это всегда становится наиболее выгодным, потому что еще не все туда пришли. На сегодняшний день я вижу таким перспективным направлением криптоиндустрию. $313 миллиардов на сегодняшний день капитализация этого рынка. Но это далеко не предел, потому что весь рынок фиатных валют составляет $17 триллионов. Какая производительность, сколько в день? $7,5. А сколько стоит асик? В 2017 году я увидел возможность проинвестировать в майнинг и приобрел фермы на территории Китая. За 2017 год они окупились. Следующим шагом я хотел сделать продажу оборудования. Я приобрел оборудование на сумму порядка $100 000 с целью его привезти и продать. На тот момент я планировал заработать плюс 10-15%. Но рынок очень поменялся. 2 месяца занимала поставка, поставщик подвел. Вместо 2 месяцев получилось 4 месяца. За этот период цена упала на оборудование на минус 50%. Поэтому я сейчас стою перед выбором. Или мне зафиксировать убытки, все продать, или мне все поставить на майнинг в том же Китае. Но я вижу в этом тоже для себя большие риски, потому что если оно становится на майнинг, у меня эта сумма, которая вложена в оборудование, вернется в лучшем случае через год или полтора. Это если не будет очень сильных просадок по курсу. Или 50 на 50. Половину продать, половину на майнинг. Я выбрал третий вариант и решил продать часть на майнинг. В конце года я расскажу вам о том, какой результат этого моего решения. Что бы ты посоветовал себе молодому? Первое скажу, что я не жалею о том, что все делал, и ошибки, которые там были, либо они были органическими на пути там развития. То, что могло казаться в один момент какой-то ошибкой, неудачей, по сути являлось там прыжком к следующему уровню. Из того, что бы я посоветовал себе, возвращаясь там на 5-6 лет назад, это не распыляться. Если вы уже что-то делаете, то вкладывайтесь до конца. Как минимум я не могу одновременно расфокусироваться на разные проекты. Это то, что я понял. Мне кажется, что многие, пока у них такой активно развивающийся там направление бизнес, то не стоит распылять свое внимание и фокус. Выберите что-то одно и вот в него там, долбите, пока не будет тот результат, который вы хотите. Я в Киеве за последнюю неделю был около 1 дня. А так в Лондоне на семинаре, в Прибалтике по другим делам. И вот сейчас только 2-й день, как я уже в офисе. А что тебе дают вот эти поездки за рубеж? Я чего-то узнаю новое, понимаю, что в принципе, в Европе, в Америке работают такие же люди, брокеры, как и мы, что в принципе мы конкурируем в одном сегменте, у них есть чему поучиться.
и как-то все становится ближе и понятнее. То есть, условно, не выдвигаясь куда-то, ты там не понимаешь себе там какие-то горизонты возможностей. Если ты начинаешь ездить, то общаешься с людьми, с теми же там владельцами яхт, с капитанами, с брокерами. И, в принципе, понимаешь, что все можно делать, все интересно. Как бы все работают в равнозначных условиях. И это как-то меняет чуточку мышления и показывает, что просто надо делать, а не там себе что-то выдумывать. Друзья, мы в гостях у агентства Yacht Travel, и агентство Yacht Travel проводит обучение капитанов на яхты. Для наших подписчиков у Олега есть небольшой презент. За самый интересный вопрос мы подарим обучение в нашей школе, прохождение теоретического курса. Либо это будет дистанционный курс, если вы находитесь в другом городе, не в Киеве, не в Одессе, либо это будет очное занятие в офисе в Киеве, либо в Одессе. Условия конкурса, да? Подписаться на канал Космополит, подписаться на канал Олега. Давай, Yacht Travel. Мы укажем внизу ссылки на эти каналы и поставить свой комментарий под этим видео. Ай, молодець! Друзья, подписывайтесь на канал Космополит, подписывайтесь на канал Yacht Travel, пишите комментарии и выигрывайте сертификат в школу яхтенных капитанов. В следующем выпуске больше инсайтов, больше идей и больше подарков. Я Костя Браво, и это канал Космополит. До встречи!